Привет всем! В этом видео сделаю обзорчик на дистанционный выключатель на 4 канала. В комплект входит у нас пульт дистанционного управления с 4 кнопочками. Кнопочки закрываются вот так крышечкой. И приемничек. Приемничек 4-канальный. 4 кнопки управляют 4 каналами. Каждый канал настраивается независимо друг от друга, то есть можно подключать разные потребители и управлять отдельно. Даже может напряжение питания разных потребителей отличаться. Питание самого устройства 12 вольт. Питание приемника. А потребитель можно подключать хоть 12, хоть 24, хоть 220 вольт. Здесь 4 релишки независимых и контакты вокруг расположены. Сейчас мы посмотрим, что куда подключается, как это все настраивается. Для начала нам нужно будет в пульт вставить батарейку. Так как китайцы батарейку зажали, батарейки пришлось покупать отдельно. Вот, откручиваем 3 шурупчика. Вот, открываем заднюю крышечку, и здесь вот есть место под батарейку. Батарейка сюда идет 23А, она идет на 12 вольт. Вот такая 12-вольтовая батареечка. В Китае тоже можно заказать на Алиэкспресс, они там стоят копейки. Я там и заказывал. Вот, вставляем батарейку, проверяем, нажимаем кнопку, вот загорается индикатор, светодиод. Значит, все хорошо. Некоторые продавцы батарейку ложат в комплекте, некоторые нет. То есть это как повезет, либо можно написать продавцу, спросить, идет ли батарейка в комплекте, либо просто посмотреть внимательно в описании, я думаю, там будет указано. Так, пульт мы подготовили. Теперь нужно разобраться, что куда подключать. Здесь клеммы идут по кругу, кнопка для настройки, это у нас антенка. Здесь у нас выход под провода, но если провода у нас тонкие будут какие-то сигнальные, то в принципе их можно будет подогнуть и вывести через вот это отверстие. Если провода силовые, то сюда вывести их не получится, вам придется уже напротив клемм просверливать отверстие и выводить провода уже в разные стороны, в зависимости где стоят клеммы. Питание у нас самого модуля 12 вольт, здесь контакты подписаны 12В. GND, вот эти 2 контакта, сюда мы будем подавать плюс-минус. Будем подключать провода. На GND мы подключим минус. Я взял черный провод, затянем его в клемму. Готово. Сюда мы будем подавать, у меня плюс будет желтым проводом, и я сразу соединю 2 плюса, потому что он нам понадобится не один. Я для примера буду подключать каждому реле 12-вольтовую лампу. И поэтому мне еще плюс понадобится, потому что на каждую релюшку, на центральный контакт каждое реле нам нужно будет подать плюс. Поэтому сюда у нас будет идти плюс блока питания. И также второй провод будет у нас идти на каждое реле для подключения питания. Так, получается у нас второй провод, потом 5, 8 и 11. На вот эти вот контакты нам нужно будет подать плюс. Поэтому я зачищу вот этот желтый провод и соединю, сделаю перемычку на все контакты. Вот такая ромашка получилась. Плюс идет на каждый центральный контакт каждого реле. Если вы будете подключать 220 вольт, то сюда вы будете подавать фазу на вот эти 4 контакта. Только тогда на питание фазу не подавайте. Сюда подается у нас плюс 12 вольт. А на вот эти можно подавать фазу. И тогда мы будем снимать с одного из контактов. Сейчас я померяю какой. При включении один контакт будет отключаться, второй включаться. То есть соседние контакты нормально замкнуты и нормально разомкнуты. Это можно померить мультиметром, так как контакты здесь просто пронумерованы, но не подписаны, и неизвестно, что какое означает. Вот, чтобы проверить, мы просто замеряем соседние контакты и смотрим, какой у них
замкнутый, какой разомкнутый. Ну, здесь, в принципе, одинаково будет на всех реле. То есть вот этот контакт нормально замкнутый. При выключенном реле вот эти два контакта между собой замкнуты. Поэтому, если мы будем подключать потребитель, то нужно подключать на вот эти контакты. То есть слева от плюса. Вот подключаем, сюда подключаем и сюда подключаем. Вот, для того, чтобы показать, как оно работает, я взял вот такие фонарики. Здесь уже есть провода, очень удобно их будет подключить. И мы их будем подключать слева от положительного контакта. Подключили один. Подключаем второй. Включаем третий. И подключаем четвертый. Теперь нам остается соединить все минусы вместе и подать на них минус 12 вольт. То есть вот эти с каждой лампы мы берем минус и соединяем их вместе. То есть на них будет минус постоянно подаваться, а плюсом вы будете управлять, включать и выключать. Вот они все минусы, я их подключил к отрицательному контакту. Я буду подавать питание на сам модуль, и этот же модуль будет запитывать вот эти вот 4 лампы. И теперь я покажу, как настраивается, как привязывается пульт и настраивается каждый канал. Теперь я покажу, как приучить брелок, как он настраивается. Здесь есть 3 режима работы. Первое, что если вам нужно удалить брелок, то зажимаем кнопку на 8 секунд. 8 секунд проходится, все брелки стираются. Можно привязывать до 25 брелков. Подержали 8 секунд. И у нас все брелки удалились, все, они реагируют на сигнал, то есть брелок отвязан. Для того, чтобы выбрать один из режимов работы, мы нажимаем кнопку, удерживаем ее и смотрим на красный светодиод. Он горит. После этого он должен потухнуть и мигнуть. Вот раз мигнул, отпускаем кнопку, это первый режим работы. Нажимаем кнопку на брелке, светодиод мигнул, и нам нужно сохранить настройки. Опять нажимаем. Сохранились настройки. Режим без фиксации. То есть мы нажимаем кнопку, реле срабатывает, кнопку отпускаем, реле выключается. Если кнопку удерживать, то у нас реле замкнуто, пока мы держим кнопку. Как кнопку отпустили, реле отключается. Вот у нас 4 независимых канала. Чтобы второй режим настроить, это у нас с фиксацией включения. Нам нужно удерживать кнопку. Загорелся светодиод. Ждем, пока он потухнет. Сначала он мигнет раз. Это первый режим работы. Потом мигнет 2 раза. Отпускаем кнопку. Нажимаем на брелке. Затем опять нажимаем кнопку. И сохраняем настройки. Это у нас режим с фиксацией. То есть мы одним нажатием включаем, вторым нажатием выключаем. И так каждый канал. Это у нас второй режим работы. И третий режим работы. Делаем то же самое, только нужно будет подождать, пока светодиод мигнет 3 раза. Раз мигнул, потом 2 раза мигнул. 3 раза мигнул, третий режим работы. Нажимаем на брелке кнопочку какую-нибудь, брелок приучается. Нажимаем здесь кнопку и на брелке. И настройки сохранились. Здесь режим работы у нас такой. Горит только один канал, то есть включен только один канал. Если мы какой-то включаем другой канал, то предыдущий отключается. То есть может гореть что-то одно, включаться по очереди. Предыдущий будет выключаться.
То есть мы выбираем, к какому включиться, но предыдущий будет выключаться. Это третий режим работы. Но в основном все пользуются вторым режимом работы, поэтому я выставлю его. То есть работа по нажатию включилась, по второму нажатию выключилась. Привязываем, сохраняем настройки. И вот наш режим работы. Одним нажатием включаем, вторым нажатием выключаем. И так каждый канал включается независимо друг от друга. Вот так работает данный модуль. Ссылочку на него оставлю в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.